нескольких компаниях я имел пример задач на английском языке, техники тест-дизайна. И главное, не молчите. Не сидите, не молчите, не ждите чего-то. Всем привет, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать на своем канале. Сегодня у нас очень интересная тема нового формата. И сразу расскажу о двух причинах, по которым я записываю данное видео. Первая причина — это то, что в конце 2021, начале 2022 года я активно ходил на собеседования в различные IT-компании Беларуси и накопил, скажем, некий багаж вопросов, которыми я с вами готов поделиться. Собесился я на позицию Middle Mobile QA инженера, однако вопросы, которые будут у нас сегодня встречаться тут, я считаю, что они могут задаваться и новичкам, джуниорам, которые только идут на работу, но также какие-то вопросы могут спрашивать и у сеньоров, поэтому целевая аудитория достаточно широкая. Мы не будем углубляться в ответы на каждый вопрос, но какие-то интересные моменты мы, скорее всего, будем немного разбирать, немного проходиться по ним. И вторая причина, по которой я записываю это видео, это хайповость темы прохождения собеседований. Я бы хотел расширить свою аудиторию. И сразу хочу отметить то, что многие вопросы сюда не попали, потому что я составлял именно топ-20 вопросов. Есть достаточно большое количество фундаментальных штук, которые нужно знать и джуниор-тестировщику, и мидлу, однако они по каким-то причинам не попали в этот топ. И вы спросите, почему? Это же настолько важная штука, как про нее не спросить? Я основывался на тех вопросах, которые спрашивали конкретно у меня. Ну и, конечно же, нужно понимать, что если вы собеситесь на позицию мидла, то тут скорее вопросы будут чаще про ваш релевантный опыт. Однако какие-то вопросы в моем топе, они очевидно пересекаются и будут актуальны как для QA middle уровня, так и для QA джуниоров, так и для QA сеньоров. Итак, погнали. Первый вопрос из топа, самый частый, наверное, самый популярный вопрос об отличиях REST и SOAP, и также было бы неплохо, наверное, знать, что такое GraphQL. Итак, мы помним, что REST у нас архитектурный стиль, SOAP у нас формат обмена сообщениями. Второй по популярности вопрос – это отличие XML от JSON. Тут вам необходимо почитать, немножечко разобраться, ничего сложного в этом нет. Хотя бы иметь представление, как выглядят данные в JSON, как выглядят данные в XML, в чем различие. Третий вопрос, который спрашивали чаще всего, практически на каждом интервью, где-то это спрашивали напрямую, где-то спрашивали через тестовое задание. Меня спрашивали 403-ю ошибку, 502-ю. Обязательно повторите этот момент. Нужно знать, что 500-е ошибки у нас серверные ошибки, 400-е это ошибки клиента. Итак, четвертый вопрос, вопрос с подковыркой. В каких сниферах вы работали? И тут нужно понимать, что если вы ответите на этот вопрос с вариантами, к примеру, вы скажете, что вы работали в Charles Proxy, вы работали в Fiddler, вы работали в Proxyman, у вас могут спросить, в чем отличие между этими сниферами по фичам. Я отвечал примерно следующим образом. Мне нравится Fiddler Everywhere, потому что он достаточно универсальный, он поддерживает платформу Mac, платформу Windows, также он достаточно user-friendly. Что касается Charles, то мне нравится функция, предположим, брейкпоинта. На данный момент функции брейкпоинта Fiddler Everywhere нет, в этом отличие. Ну и также я мог сказать, что, к примеру, я тестировал ивенты в Чарльзе, в Fiddler я делал тестирование с подменой данных, предположим. То есть надо обозначить то, что у вас есть какие-то знания, какой-то опыт работы с этими программами. И что если вы работали с этими программами, скорее всего, вы знаете какие-то основные отличия между ними. С этим разобрались. Пятый вопрос. Также вопрос с подковыркой. Отличие скрама от канбана. Знание процессов. Очень важный вопрос
для интервью, тем более, если у вас есть опыт. Интервьюеру очень важно понимать, разбираетесь ли вы в гибких методологиях. Вопрос достаточно серьезный, потому что если у вас есть какой-то опыт, очевидно, вы должны понимать, как настроены процессы в компаниях, в чем отличие скрама от канбана, и привести какие-то примеры, предположим, по какой гибкой методологии велась разработка у вас на проекте. Моим ответом здесь говорил о том, что разработка у нас на проекте велась, допустим, по классическому скраму, однако какие-то элементы канбана также присутствовали. Итак, 6-й вопрос: какие бэктрекинговые системы вы использовали на проекте? Либо, если вы джуниор, вас могут спросить, какие бэктрекинговые системы вы использовали на ваших курсах. Тут нету какого-то супер правильного ответа. Нужно просто перечислить те инструменты, с которыми вы работали. К примеру, вы работали в Jira, вы работали в Bugzilla, вы работали с доской Trello, либо Redmine. Адаптироваться к той бэктрекинговой системе, которая прикреплена к какому-то проекту в конкретной компании, особого труда у вас не составит. Поэтому, если у вас есть хоть какой-то опыт работы с бэктрекинговой системой, вполне можете его называть. Так, 6-й вопрос по популярности: каким образом проходили эстимации на проекте? И тут такой вопрос, что вполне вероятно его могут спросить и у джуниор-тестировщиков, у которых нету опыта. У них могут это немножко переформулировать, перефразировать в том плане, что какие виды эстимаций проектов вы знаете. Story-поинты, метод функциональных точек, диаграмма Ганта, планинг-покер. Все это вы можете перечислить, если вы имеете представление. Итак, 7-й вопрос – это длительность спринта. Тут вопрос также уже идет, наверное, больше с уклоном в позицию QA Middle инженера, который имеет уже какой-то релевантный опыт. Четкого ответа прям стандартного нет. Как правило, это 2 недели. Как часто происходили релизы в продакшн? Также очень популярный вопрос, спрашивали практически на каждом собеседовании. Я говорил о том, что на текущем проекте мы релизимся в продакшн раз в 2 недели, если это недельный спринт, и раз в 4 недели, если спринт составляет 2 недели. То есть каждый 2-й спринт, циклично. 7-й вопрос. Техники тест-дизайна. И мы знаем, что это ультрапопулярный вопрос на позицию Junior QA. Это самый, наверное, частый вопрос, который задают джуниорам, однако на позицию мидла мне также задавали этот вопрос. И тут вам нужно обязательно повторить техники тест-дизайна, если вы вдруг забыли. Тут недостаточно будет сказать только о том, что вы знаете классы эквивалентности и граничные значения. Нужно будет немножечко развернуть свой ответ, сказать о том, что вы знаете еще такие техники тест-дизайна, как таблица принятия решений, state транзишены, попарное сравнение, use cases. Или вы можете также почитать перед собеседованием, освежить, если вы это забыли, эту информацию, и рассказать более подробно о каждой технике. 8-й вопрос также ультрапопулярный на собеседованиях, причем он будет актуален как для джуниоров, так и для мидлов. Сеньоров, наверное, уже не буду спрашивать такой вопрос. Отличие severity от priority. Это прям must-have. И тут нужно объяснить, что severity – это серьезность ошибки, priority – это продуктовая составляющая, то, насколько баг влияет на продукт. И просят, как правило, привести какой-то пример. Примеров куча в интернете. Самый обычный, самый стандартный пример – это есть какой-то продукт, к примеру, и название этого продукта в онбординге написано с ошибкой, с какой-то опиской. Предположим, это продукт Apple, а разработчики написали Pineapple. У данной ошибки будет низкая серьезность, потому что ее пофиксить разработчику стоит буквально 30 секунд времени. Но она будет иметь крайне высокий приоритет, потому что от него зависит продукт. Ошибка в названии продукта – это критично.
Девятый вопрос – это отличие ретестинга от регрессии. Достаточно часто спрашивали, не на каждом интервью, но достаточно часто. И тут нужно объяснить, что такое регрессия, что такое ретестинг и основное отличие. Как правило, я не особо углублялся. Ретестинг – это когда мы перепроверяем конкретный баг, который был пофикшен разработчикам. Регрессия – это когда у нас были внесены какие-то изменения в наш проект, и мы делаем регрессию, тестируем все модули нашего приложения, чтобы понять, ничего ли у нас не сломалось. И 10-й вопрос, вопрос с подковыркой, так сказать, что вы будете делать, если у вас на проекте отведено 2 часа на регрессию, а, предположим, ваш чек-лист занимает у вас в среднем 5-6 часов. Что вы будете делать, если время ограничено, но вам нужно пройти вашу регрессию? И какого-то 100% правильного ответа не может быть, потому что в каждой ситуации можно действовать по-разному, но я отвечал примерно следующим образом, что я попробовал бы поговорить со своим тимлидом о том, чтобы продлить то время, которое нам отведено с 2 часов на то время, которое нам необходимо. Если же этого сделать не получается, то я бы подошел к разработчикам и спросил, какие модули они затрагивали при разработке. Предположим, у нас продукт имеет 15 модулей, и разработчик номер 1 ответил мне о том, что он затрагивал модуль 3.4, второй разработчик мне сказал, что он затрагивал модули 6.7, и третий разработчик мне сказал, что он затрагивал только 15 модуль. Соответственно, эти модули я и проверю. Итак, 11-й вопрос. В чем отличие между функциональным тестированием и нефункциональным тестированием? Также нужно повторить этот материал, если вы его забыли. Функциональное тестирование – это когда мы проверяем на соответствие каким-то функциональным требованиям. Нефункциональное тестирование – это производительность и удобство использования. Ну и производительность тут уже нужно будет рассказать более подробнее. Также почитайте эту информацию, тем более, мне кажется, ее достаточно часто спрашивают на позицию джуниора, на позицию мидла, наверное, уже где-то меньше, но также могут спросить. 12-й вопрос базы данных и запросы в SQL. Это не самый популярный вопрос для позиции именно мобайл-тестировщика, но это очень популярный вопрос, если вы идете на проект по вебу, у вас обязательно попросят составить SQL-запрос, какой-нибудь select или join, или, возможно, даже inner join. Если вы идете на собеседование, я бы порекомендовал вам немножечко потренироваться на онлайн-сервисах, где можно порешать какие-то задачки и вспомнить, как эти запросы делаются. 13-й вопрос. Виды СУБД по моделям данных. И тут нужно будет ответить, что есть реляционные, есть объектоориентированные, есть сетевые, есть иерархические. И было бы неплохо знать пару примеров Cloud-баз. Это будет плюсом для вас. 14-й вопрос – это типы связей в СУБД. И тут нужно будет повторить, что существует несколько типов связей. 1 к 1, многие ко многим. 1 ко многим, немножечко почитать, освежить в голове эту информацию. Опять же, если вы собеситесь на веб-проект, скорее всего, у вас это спросят. 15-й вопрос. В чем отличие симулятора от эмулятора? На своем первом видеоуроке я называл основные отличия между эмуляторами и симуляторами, показывал, в чем различие на примере. Если очень кратко, в эмуляторах мы можем делать настройки нашего железа, нашей сети, нашей батареи и так далее. В симуляторах мы этого делать не можем. 16-й вопрос. Если у вас стоит выбор на проекте, на чем вы будете тестировать, на реальном устройстве или на симуляторе, либо эмуляторе? И тут ответ будет очевиден, что вам нужно сказать, что я бы выбрал реальное устройство, потому что баги, которые могут воспроизводиться на реальных устройствах, они не всегда воспроизводятся на наших симуляторах и эмуляторах. 17-й вопрос, опять же с уклоном в мобилке. Какие операционные системы версии текущие стоят на Android, iPhone?
На текущий момент для iOS это 15.2, для Android это 12 версия. 18 вопрос. Умеете ли вы снимать логи с девайсов? И тут нужно понимать, что если вы ответите «да, умею», вас попросят рассказать, как вы это делали. И тут есть масса информации в интернете, как снимать логи с девайсов. Я и сам планирую записать видеоурок, возможно, там 7-й, либо 8-й по счету он будет, о том, как снимать логи с девайсов как с iOS, так и с Android устройства. Основными способами являются запуск нашей IDE, то есть для Android это Android Studio, для iOS это Xcode, и работаем с логами непосредственно там. То есть, предположим, у нас есть билд проекта, мы запускаем билд и смотрим в нашей консоли. И в нашей консоли отображаются наши логи. Также в Xcode, к примеру, есть встроенная функция логов. Она прямо на главной страничке в Xcode, там ее нажимаем, также можем снять логи оттуда. Еще отличный вариант, и если вы его проговорите, ну такой вариант скорее уже для мидлов, наверное, это аналитические базы. Как правило, в аналитические базы подвязана крашлитика, и в этой крашлитике есть логи, которые фиксируются после того, как у кого-то из пользователей случился краш. Логи по степам, прям вот шаги воспроизведения будут в этой аналитике в крашлитике. Если вы знаете этот способ снятия логов, он также будет полезен, это будет плюсом для вас, если вы знаете о нем. 19 вопрос – это специфические проверки для мобилок. Существует масса специфики по мобилкам и по вебу. Что касается мобилок, я бы рассказал о том, что отличительной особенностью тестирования мобилок являются проверки сети, проверки поп-ап уведомлений, какие-то пуши, диплинки, к примеру, апдейт версии нашего билда, что приходит обновление на телефон юзеру. В интернете есть очень много информации на эту тему. Вы можете почитать эту информацию, если вы, к примеру, собеситесь на джуниора. Если же у вас есть опыт, вы можете рассказать о своем опыте. Я думаю, у вас вопросов тут никаких не возникнет. И 20 вопрос. Отличительная черта 2021-2022 года. На всех собеседованиях у меня спрашивали про то, готов ли я к удаленной работе, либо как-то где-то перефразировали немножко, как я отношусь к удаленной работе, есть ли у меня свой компьютер и так далее. И тут на самом деле нужно понимать, что вопрос не настолько простой, потому как если вы отвечаете, что вы хотите работать на удаленке и только на удаленке, не все работодатели на данный момент готовы к тому, что вы будете работать на удаленке. Большинство компаний действительно работают на удаленке, но есть компании, которые по-прежнему работают в офисах. Были в компании, в которой я собесился, и они говорили, что на испытательном сроке мы бы хотели вас видеть вживую, физически в офисе, смотреть на вас. Как я отвечал на данный вопрос? К примеру, до этого у меня была работа, на которую я ездил ежедневно в офис, поэтому на данный момент я могу работать как удаленно, так и приезжать в офис. Для меня не составит никакого труда приезжать, к примеру, в офис. И работодатель отметит себе, как да, человек готов работать как и на удаленке, так и в офисе. Но это скорее... Я говорю для тех, кто действительно не имеет предпочтений. Если же у вас действительно ситуация такая, что вы можете работать только на удаленке, то, конечно же, об этом нужно сказать, указать об этом в резюме. Это прям must have. Чтобы не было такого, что работодатель вас ждет в офисе, а вы сидите на удаленке и не собираетесь ехать на работу. Такого быть не должно. И 21 бонусный вопрос. Я считаю, что этот вопрос один из самых важных, и это тестовое задание. На каждом интервью у вас будет техническое задание. Ну, в 99% случаев у вас оно будет. Технические задания плюс-минус похожи друг на друга. Это тестирование форм, для мобилок это протестировать какую-то часть приложения, либо решить какую-то техническую задачу.
И тут нужно понимать, что в большинстве этих задач нет какого-то единого стопроцентно правильного решения. Человеку, который проводит собеседование, очень важно понять, как у вас работают мозги, какова ваша логика в решении данной задачи. И я бы посоветовал, наверное, в первую очередь рассуждать вслух. Тем более, если у вас есть какие-то знания, рассуждайте вслух. Если интервьюер услышит какие-то ошибки, либо захочет вас направить в какую-то конкретную область, помочь вам отвечать на данный вопрос самостоятельно. Ему главное услышать логику, по которой вы отвечаете. Большинство этих задач, они основываются на использовании вами одной из техник тест-дизайна. То есть это граничные значения, классы эквивалентности, таблица принятия решений и так далее. Как правило, эти задачи связаны с техниками тест-дизайна. Но встречались и другие тестовые задания. Тут уже нужно будет сориентироваться. И главное, не молчите. Не сидите, не молчите, не ждите чего-то. Увидели задание, прочитали его вслух, начали рассуждать. Интервьюер понимает, есть у вас какие-то логичные шаги по тестированию, либо их нет, и он пытается вас как-то подправить, направить. И хотел бы также отметить, что в нескольких компаниях я имел пример задач на английском языке, которые были взяты из сборника Syllabus. Это если вы пойдете сдавать на сертификат STQB, международный сертификат тестировщика, есть материалы, к которым можно готовиться. И вот эти задачи прям целиком были взяты, скопированы оттуда. Интерьер пытается понять, сможете ли вы работать с информацией на английском языке, сможете ли вы понять условия на английском языке. И, как правило, в таких задачах уже есть конкретные ответы. Но, опять же, рассуждайте. В любом случае вас подправят, если вы что-то где-то ошиблись. Главное, логично и поступательно рассуждать. Таким образом, дорогие друзья, в данном видео мы разобрали топ-20 вопросов 2022 года на позицию QA-инженера. Если контент данного формата вам зайдет, то я бы хотел еще рассказать о английском языке, насколько английский важен в тестировании, возможно ли попасть в тестирование без английского языка. Сразу скажу, что да, можно. Поэтому, если контент данного формата вам зашел, прошу оставить комментарий под данным роликом, поставить лайк и подписаться на канал. Ну, а всем пока, спасибо за просмотр, до новых встреч!